Всем привет, друзья! Вы на канале Аниматор, и сегодня расскажу про самый эффективный и комфортный PvE билд на волшебника в Royal Quest. С этим билдом ты сможешь и парики большие водить, и прекрасно выполнять роль саппорта на данжах или совместной прокачке. Итак, при достижении 20 уровня ты получишь 8 очков талантов. Распределить их следует следующим образом. Первым берем чистый разум. С ним вероятность критического попадания умения ментальный удар увеличивается на 35%. Это не то чтобы важное умение, но альтернатива стазис хуже. С ним с шансом 50% автоатака и ментальный удар вызовут медлительность на 2 секунды. А поскольку в PvE волшом большую часть времени ты имеешь дело с несколькими монстрами сразу, медлительность одного из них никакой пользы тебе не принесет, в отличие от повышенного урона, которое даст нижнее умение. Далее пылающая преграда увеличивает длительность и ширину стены огня на 25%. Если выбор первого умения никак особо не повлияет на билд в целом, то здесь это одна из его основ. Ведь весь фарм волшом будет проходить именно через стену огня, поэтому тут без вариантов берем пылающую преграду. Верхнее же умение больше подойдет для роли ДД. Дальше. Поток маны. Увеличивает объем маны, восстанавливаемой умением магический канал. Это умение нужно в основном для комфорта, ведь мана на волше заканчивается довольно быстро, особенно на данжах. Тут можно выбрать кинетическое поле, с которым умения ледяная стрела, огненный шар, молния и каменные шипы наносят повышенный урон на расстоянии до 25%. Но лично я уже через неделю игры на волше решил, что буду бегать именно с потоком маны. Ведь по одному я мобов практически не бью, что делает верхнее умение бесполезным, а вот ману заливаю каждые пару минут, поэтому вопрос комфорта тут становится прям остро. Архивариус. При получении эффектов интуиция, крепкие доспехи, защищенность, стойкость и проворство, Волш получает мощь на 7 секунд. Перезарядка 4,5 секунды. Мощь дает 2% к атаке, стакается до 10 раз, то есть с этим умением можно получить дополнительно плюс 20% к атаке, что увеличит и твой хил, и прочность целительного щита. А это в свою очередь положительно скажется на твоей группе. Работает это так. Каждый раз при использовании ментального удара ты получаешь баф интуиция, который и активирует архивариуса. И когда ты, например, держишь танка на данжах, просто жми менталку каждый раз, когда интуиция подходит к концу. Длится она 5 секунд. Это позволит тебе без проблем набивать стаки мощи. Кроме этого, со взятым заживлением, регенка и лечение будет вешать крепкие доспехи, и если применять их на себя, они также дадут стак мощи. Антиполе, силовое поле, круг времени, круг исцеления и целительный щит при рассеивании со взятым архивариусом также дадут тебе стак мощи. Только помни, что перезарядка у него 4,5 секунды. После берем алхимика, с ним время перезарядки банок снижается на 15%. Это будет прям спасать, ведь, повторюсь, мана на волше на данжах кончается очень быстро. И не всегда в пати есть хант, который бы кинул банку, и не всегда за хантов играют внимательные, скажем так, люди, которые не забудут прожать охотничий свист. Далее, астральная защита. Заклинания с особенностью ресурс и умения ближнего боя превращают 5% нанесенного урона в прочность магического щита, который вешается на волша на 15 секунд и не может превышать определенного значения, которое зависит от твоей атаки. Учитывая то, что бьешь ты чаще всего по площади, и это умение редко будет полезным, можно было взять Чаракрада, но дело в том, что Чаракрад апает умение взрыв энергии, которое лично я на PvE волше не использую вообще, просто не нахожу ему применения. Поэтому тут лучше выбрать мало полезный скилл, чем вообще бесполезный. И, наконец, волна силы, основа данного билда. При использовании отбрасывает всех противников в направлении движения, наносит урон и вызывает медлительность и бессилие на 8 секунд. Пассивный бонус плюс 6 к интеллекту и выносливости. Использовать нужно так. Ты собираешь парик мобов, ставишь стену огня, только обязательно вдоль движения, а не поперек, становишься на другой край и просто ждешь, пока мобы сами через нее не полезут, попутно закидывая их массовыми умениями. После того, как они подойдут близко, жмешь волну силы и весь пак отбрасывается на начало стенки и снова начинает через нее ползти, снова получает довольно большой урон. Такая схема позволяет волшу фармить места, что называется, не по уровню, с более сильными мобами,
игроками, за которых дают больше опыта, что делает прокачку и фарм на Волше одним из самых быстрых, комфортных и эффективных. Кроме этого, волна силы часто бывает полезна и на данжах, когда нужно скинуть пачку мобов. После берем опаляющее пламя. Возможно, не самый очевидный выбор, но оно нужно, чтобы не тратить лишние очки умений потом. С ним умения огненный шар и метеор накладывают горение на дополнительные 3 секунды. Очень даже полезно, когда кидаешь метеор в пачку мобов. На 24 уровне появляется еще одно свободное очко умений. Его нужно вложить в совершенный щит. С ним целительный щит, который откроется уже на следующем 25 уровне, станет применяться мгновенно, и его заряд увеличится на 10%. Без этого умения у щита будет каст, из-за которого невозможно будет применить его на ходу, и это очень усложнит фарм и прокачку во время вождения париков. Кстати, искажающее поле тоже очень годное умение на самом деле. С ним купол станет применяться мгновенно, и помимо защищенности, которая снижает получаемый урон на 40%, повесит на мобов внутри купола неповоротливость, снижая их скорость атаки на 50%, а неудачные атаки с шансом 40% нанесут урон. То есть внутри купола все враги начинают бить вдвое меньше и вдвое медленнее. Это умение очень полезно на зачистках крупных данжев вроде соло, но я выбрал именно щит, потому что для обычного фарма и прокачки он гораздо удобнее, потому что с ним сохраняется мобильность, а купол привязывает тебя к месту, куда ты его поставил. На 28 уровне берем исцеляющий резонанс. С ним исцеляющее умение восстанавливает на 15% больше здоровья, если на цели активен целительный щит. Так вот, еще на 21 уровне у тебя появилась регенерация, которая позволяет собирать большие парики монстров, потому что использовать ее можно прямо на ходу. И когда ты собираешь мобов, вешаешь на себя щит, и регенка восстанавливает на 15% больше хп. Это очень актуально, когда ты маленький и не заточенный, и у тебя слабый хил, а на высоких уровнях это умение позволит комфортнее водить большие паровозы и лучше хилить танка на данжах, предварительно вешая на него щит. Восстановление тут вообще не конкурентно, ведь для его работы нужно тратить концентрацию. На 32 уровне берем разряд молнии. С ним умения молния и грозовая туча наносят на 10% больше урона и вешают ослепление на 6 секунд, которое мешает обнаружить прячущиеся цели, снижает попадание на 15%, а успешные атаки в 40% случаев нанесут только половину урона. То есть, когда ты ведешь парик, спамишь по КД тучкой, и мобы, по которым прошел урон, а таких будет много, нанесут тебе меньше дамага. Все это дополнительно увеличивает комфорт и эффективность прокачки и фарма. Грозовая туча станет доступна уже на 34 уровне, поэтому важно взять умение заранее на 32. Далее берем мастер телепортации. С ним дистанция умения телепортация увеличивается на 2 метра, и при использовании оно восстановит одну концентрацию. Восстановление концентрации очень удобно при фарме, когда ты не смог слить парик за один заход, но уже потратил всю концентрацию, а остановиться для ее восстановления возможности нет. Так вот, пара телепортов даст тебе возможность восстановиться на ходу и снова делать прокаст. Мне помогает буквально на каждом 3-м паровозе. А вот чистая телепортация, с которой телепорт снимает один отрицательный эффект, гораздо менее эффективна, ведь у волша есть разбивание чар и регенка, которые делают ровно то же самое, поэтому смысла брать его нет. Дальше берем разрушитель чар. С ним умение разбивания чар перезаряжается на 2 секунды быстрее, и регенка, которая накладывается в случае успешного применения, длится на 3 секунды дольше. Очень полезно, когда ты выполняешь роль саппорта, кинули на кого-то в группе дебаф, ты его не только снял, но и регенку повесил на 6 секунд. Целительная сила увеличивает твой хил на 15%, если цель находится под действием эффекта защищенность. Например, если ты кинул купол, то все, кто внутри, получают защищенность и на 15% больше хила от твоих умений. Это актуально, когда у тебя мало атаки и очень слабый хил. Я же предпочитаю нижнее умение, так как и без того под куполом отлично выхиливаю. Следующие два умения, можно сказать, равнозначны. Концентрация силы снижает перезарядку магического канала на 5 секунд и время его применения на 1,5 секунды. То есть с ним ты быстрее будешь восстанавливать ману, и это в целом увеличит комфорт. Выше
Высшая магия увеличивает запас концентрации до 4, ни на хил, ни на урон это никак не влияет, это тоже вопрос комфорта. Полезно, когда ты или забываешь залить концентрацию, или не было возможности из-за большого парика. Я предпочитаю именно это умение, с ним мне гораздо комфортнее, а с маной у меня проблем особых нет. Хранитель понятно, сила исцеления увеличивается на 10%. У следующих умений есть особенность. Когда ты только качаешься и не особо одет, обязательно нужно брать несокрушимая преграда. С ним прочность целительного щита увеличится на 25%, что серьезно повысит твою выживаемость и, соответственно, комфорт прокачки и фарма. А вот когда ты приблизишься к капу и начнешь ходить на данжи, нужно будет сбросить умение и взять заживление. С ним лечение и регенерация вызывает крепкие доспехи на 7 секунд. Один стак крепких доспехов дает 3% к защите, стакается до 15 раз. То есть на персонаже можно бесконечно поддерживать плюс 45% дефа. Это очень много и очень важно на данжах. Возможно, ты слышал вопрос Волшу, держишь ли ты стаки, так вот речь идет как раз об этом умении и о твоем навыке поддерживать эти самые стаки. Разгонять их можно обычным лечением, только важно делать это по КД, ведь окно будет всего в 1 секунду. Просто периодически бьешь менталкой, чтобы каст умения был мгновенным, и жмешь лечение сразу, как оно откатится. Если нужно его приберечь на сильный удар, например вертушка на мясе, то тут жми регенку, а лечение уже после в нужный момент. Начинать разгон стаков нужно с круга исцеления, он вешает сразу 4 стака, после регенка, лечения, и вот у тебя уже 6 стаков буквально за пару секунд. Только помни, что висят они всего 7 секунд и их нужно постоянно продлевать. Далее выбираем хранитель жизни, с ним величина бонуса от ауры жизни увеличится на 7%, что увеличит весь твой хил и хил всей твоей группы. Это будет очень полезно как на фарме и прокачке, так и в роли саппорта. И последнее умение – Круг исцеления. При использовании восстанавливает здоровье всем союзникам в радиусе действия и вешает 4 стака защищенности. Это плюс 12% дефа. Пассивное умение – волшебник восстанавливает на 20% больше здоровья целям с эффектом крепкие доспехи, стойкость или защищенность. Ко всему прочему, только с этим умением регенерацию и целительный щит можно применять на союзников. По сути, пока ты не возьмешь Круг исцеления, ты не будешь полноценным сапом, и если тут возникает сложность, например, ты с друзьями качаешься на Даксе и тебе прям нужно это умение, чтобы держать танка и группу, то можно отказаться от этих 4 умений. Да, это снизит комфорт игры, особенно в соло прокачке, но даст возможность взять Круг исцеления уже на 44 уровне и сделать тебя полноценным саппортом. С талантами все, теперь пара слов по параметрам. Сначала стоит уделить особое внимание выносливости, так как чем жирнее волш, тем проще будет происходить прокачка. Поэтому до 30 уровня вкладываем равное количество параметров в интеллект и выносливость. После 30-го 3 в интеллект, 1 в выносливость. Когда интеллект заполнится, все вкладываем в выносливость, а когда заполнится и она, остальное идет в ловкость. Это что касается классического билда в жир. В увороте многое зависит от шмота, и делается он обычно ближе к капу, так эффективнее, поэтому в начале на это нет смысла заострять внимание. Все. ПВЕ билд на волша готов. На 21 уровне при появлении регенерации ты комфортно сможешь собирать довольно крупные для своего уровня парики. На 34 откроется грозовая туча, которая в разы повысит эффективность и комфорт фарма, а уже с 45 уровня, немного приодевшись, можно идти качаться на снегобеев в пустошь ветров. Конечно, придется немного приловчиться, но зато кач там будет отменный. На этом все, друзья. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо, что досмотрел до конца. Если понравилось и хочешь больше подобных видосов, обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Удачи в игре. Пока.